Для начала рыбу моем в холодной воде. Это делается для того, чтобы потом было легче снимать чешую. Ложим рыбу на разделочную доску. Берем чищелку для рыбы и начинаем ее чистить против чешуи от хвоста рыбы короткими движениями. После чистки чешуи рыбу нужно помыть под проточной холодной водой. Чешую собираем в отдельное место, чтобы не забить нашу канализацию. Моем холодной водой. Следующим этапом будет потрошение рыбы от внутренностей. Для этого нам понадобится острый нож любых размеров. Но чем больше рыба, тем больше нужен нож. Заводим нож в анальное отверстие возле анального плавника и проводим разрезание брюшной полости по направлению к голове. Нож нужно вести поверхностно, для того, чтобы не повредить желчь и внутренние органы, так как после выхода желчи может возникнуть горечь мяса рыбы. Если все-таки это произошло, нужно срочно промыть полость и смазать солью. В этом случае рыба будет нормальной, не будет горчить. Внутренности убираем. Теперь проводим следующий этап. Это у нас удаление жабер у рыбы. Так как в случае применения головы для варки ухи, жабры будут давать горьковатый привкус. Можно применять для этих целей ножницы. Ими, я считаю, больше всего удобство в удалении жабер. Жабры удаляем полностью в основании жаберных крышек. После удаления жабер проводим отделение головы нашей рыбы. Здесь важно попасть ножом в пространство между хребтом рыбы. Межхребтовое пространство самое легкое для отделения наших кусочков рыбы. Теперь проводим резку рыбы на кусочки для последующей жарки. Здесь также важно нащупать промежутки между хребтовыми пространствами, что улучшает качество резки рыбы, так как ее нужно как можно меньше давить. Рыба будет сочнее, более насыщенней во время жарки и после нее.
Некоторые удаляют плавники перед жаркой, но я этого не делаю, так как у нас многие члены семьи любят эти плавнички в жареном виде. Поэтому мы их оставляем на наших кусочках рыбы. Хвост и голову мы применяем для варки ухи и прочих наваров с рыбы. Мы их отложим в отдельную сторону, потом положим в морозильную камеру, и можно будет использовать в любое время года и суток. Куски, которые большие, для лучшего обжаривания нужно перерезать пополам. Вот что у нас получилось. После чистки и резки нужно рыбу хорошенько промыть в холодной воде и удалить эту черную пленочку с внутренней стороны. Это особенно развитая пленочка у толстолобиков, поэтому если ее не удалить, то рыба может загорчить. Поэтому делаем все срочно, быстро и качественно. Сливаем лишнюю воду, которая стекла с наших кусочков рыбы, и начинаем ее солить. Засолка — немаловажный процесс в жарке рыбы. Солить нужно за 20 минут до жарки, так как это улучшает ее свойства, и при жарке она не будет разваливаться на кусочки. На это количество рыбы, здесь примерно килограмм 200, нужно примерно чайная ложка соли, без горки. Хорошенечко просаливаем рыбу, так как рыба соль любит, и перемешиваем рукой. Все, готово. Оставляем рыбу на 20 минут в таком состоянии, и через 20 минут будем рыбу жарить. Следующим этапом обработки рыбы будет ее жарка. Для этого нам понадобится рыба, которая постояла уже 20 минут, понадобится мука, тарелочка для готовой рыбы и сковородка, в которую наливаем подсолнечное масло и доводим ее до кипения. После того, как она начнет кипеть, бросаем в нее рыбу. Рыба выложена в сковородку, жарится до румяной корочки, с одной стороны переворачивается и обжаривается с другой стороны. После этого продукт будет готов. Как видите, получилась вкусная жареная рыба типа толстолобик с хрустящей вкусной корочкой, очень аппетитно, познавательно и закусочно. Так что делайте по нашему рецепту и будете всегда сильны и здоровы. Подписывайтесь на канал Дело мастера боится. С вами был Сергей Николаенко. Ставьте лайк на нашем канале.